Привет, друзья! Наконец-то будем печь вкуснейшие, хрустящие, румяные французские багеты. И вот поверьте мне на слово, уже сейчас это совсем, вот прям совсем не сложно. Я прям вот уверен, что после видео сразу кто-то побежит на кухню, потому как и ингредиентов каких-то особенных тоже не нужно. В общем, смотрите и превращайте свою кухню в маленькую французскую пекарню. Багеты, уверяю вас, получится у вас ничуть не хуже. Поехали! Прежде всего нужно позаботиться об удобной чаше, миске, мини-тазике. Она должна быть такая достаточно вместительная, эта чаша, этот тазик, потому как все манипуляции в основном именно в чаше будут и совершаться. Для того, чтобы он стоял на поверхности достаточно устойчиво, я беру бумажное полотенце, сбрызгиваю его водой, так щедро, хорошо сбрызгиваю. Так, сворачиваю. И на это мокрое полотенце водружаю тазик. Так он не будет двигаться, волтузиться туда-сюда, что позволит не отвлекаться мне на излишнее придерживание в процессе приготовления теста. Также заранее нужно подыскать в помещении наиболее комфортное, теплое, но не слишком теплое место. Я просто включил лампочку в духовке, пусть она там немного подогревается. В чашу отправляю муку. Муку я использую обычную, пшеничную, но хорошего качества. Можно использовать хлебную муку. В любом случае и та, и другая мука должна быть качественной, иначе вкусным хлеб не получится. Классическое багетное тесто делается на дрожжах. Я использую обычные, сухие, классические дрожжи. И дрожжи отправляем прямо туда, к муке. Хорошенько теперь с помощью венчика все это перемешиваю по муке, гранулы дрожжей равномерно распределяя. Как видите, дрожжи предварительно я не активировал, не проверял их рабочее состояние, то есть не растворяю их в теплой воде, в молоке, не добавляю сахар. Поэтому, добавляя дрожжи сразу в муку, нужно быть уверенным в том, что они работают. Для того, чтобы убедиться в том, что ваши дрожжи работают, какое-нибудь небольшое количество дрожжей залейте небольшим количеством теплой воды и посмотрите, оживут они или нет. Так как в тесте у вас в этом убедиться получится уже тогда, когда произойдет первая расстойка. Поднимется тесто или не поднимется, будет жалко переведенных продуктов. В качестве своих дрожжей я уверен, поэтому сразу вот их туда. В серединке, как всегда, традиционно в приготовлении теста сделали небольшое углубление, такой кратер. В этот кратер отправляю соль, какая-нибудь кошерная или качественная морская соль, то, что нужно. Теперь вода. Вода — это тоже отдельная история в приготовлении багетов. По большому счету ее здесь почти столько же, сколько муки, то есть это основной ингредиент. В зависимости от того, какую воду вы будете использовать, таким по качествам своим, по хрустящести, по структуре, по вкусу получится багет. То есть здесь можно экспериментировать, можете брать воду из-под крана, бутилированную, фильтрованную. Я беру из-под крана, потому как уверен в ее качестве, у нас здесь вода очень хорошая, ну, по крайней мере, для приготовления теста точно годится. Температура воды также очень важна. Вода должна быть той самой комфортной температуры, чуть выше комнатной. В идеале 27 градусов. Не холоднее, не сильно теплее. С такой температурой воды дрожжам будет максимально комфортно в тесте. Для того, чтобы быть уверенным, что все у меня в норме с температурой, я отправляю туда термометр, смотрю, убеждаюсь, все отлично. И после этого заливаю воду вот туда, в кратер. Беру деревянную лопатку и начинаю замешивать тесто. Не руками, а именно лопаткой, вот так вот круговыми движениями начинаю все ингредиенты соединять. С середины к краям. На этом этапе важно просто все объединить. Когда видите, что все ингредиенты, в общем-то, собрались вместе, не осталось отдельно валяющегося количества муки, ну так, совсем чуть-чуть. Дальше я буду использовать вот такой вот пластиковый кулинарный шпатель. С его помощью готовить это тесто гораздо удобнее. Так, с ложки все собираем. Все хорошо собираем со стенок чаши. И начинаем перемешивать тесто вот таким вот образом. Отрываем кусок теста, небольшой, четверть, разрывая волокна, и помещаем его сверху, немного придавливая. И вот таким вот образом продолжаем объединять все ингредиенты. Очень важно, чтобы не осталось каких-то сухих участков в тесте. То есть мука должна быть полностью объединена с водой. Вот так вот отрываем, помещаем сверху, отрываем, помещаем сверху, придавливаем.
Вымешивать до полной эластичности не нужно. И тесто получится таким влажноватым, немного липковатым. Очень важно не переборщить с мукой. Большое количество муки забьет тесто, и багеты получатся плотными, совсем не нежными внутри. Месить, прилагая какие-то усилия, тоже ничего не нужно. Мы на этом этапе просто все тщательно соединяем. И вот когда видите, что все, сухих участков в тесте не осталось, тесто прям на шпателе из миски извлекаю на какой-то момент. Миску я сейчас ополосну. Теперь ее нужно тщательно высушить бумажным полотенцем. Берем совсем немного растительного масла, вот так вот в ладошку его. Руки смазываем растительным маслом и затем этими вот масляными руками смазываем чашу. Так тесту будет комфортнее подниматься, и в результате его будет удобнее потом обминать. Тесто собираем вместе в такой колобок. Сверху тоже вот так вот его немного похлопываем слегка подмасленными руками. Теперь его нужно оставить в покое, но не просто так. Чашу, миску, тазик закрываем пленкой, чтобы она плотно прилегала к поверхности, к краям, и при этом не оставалось никаких дырок. У меня, как видите, пленки маловато. Закрываем вот так вот серединку, и затем поперек закрываем оставшийся участок. Все закрыто, прикрыто, ничего не будет пересыхать, а дрожжам будет комфортно в такой обстановке просыпаться. Для еще большего комфорта накрою, укутаю сверху полотенцем и все, отправляю в духовку, где, повторюсь, у меня работает лампочка, то есть там комфортно, тепло, тесту понравится. Сейчас тесто должно увеличиться в размере, раза в 2, и на это уйдет где-то 35-40 минут, все зависит от того, насколько комфортно там будет просыпаться дрожжам. Так, тесто у меня подошло. Аккуратно снимаю пленку, она мне еще пригодится. Аромат сумасшедший, очень люблю аромат дрожжевого теста. Вооружаемся шпателем и сильно, усердно, опять же, месить, что-то прям вот усердно обминать не нужно. Просто берем вот так вот краешек теста, приподнимаем его вверх, подтягивая, и накрываем сверху. Опять же, с другого края поднимаем вверх и накрываем. Поднимаем вверх, подтягиваем и накрываем. Ну, как бы сворачивая тесто в несколько слоев. Переворачиваем тесто всеми этими подворотами вниз. Снова закрываем пленкой. Снова укутываем полотенцем. И еще минут на 30-40 в теплое место. Прошло еще 45 минут, чуть дольше, чем планировалось, но я вас умоляю, ни в коем случае в этом деле спешить не нужно, не торопитесь, давайте тесту подойти, подняться, здесь все будет зависеть от того, какая температура, какая влажность, дрожжевое тесто к этим моментам очень чувствительно, и уж точно ни в коем случае не терпит никакой спешки, все нужно делать спокойно, с нежностью и любовью. Снова снимаем пленку и повторяем тот же процесс, что и в прошлый раз. Приподнимаем край и накрываем сверху. Приподнимаем и накрываем сверху. Тесто уже становится больше похоже на тесто, а не на некую липкую субстанцию. А запах просто сумасшедший. И снова переворачиваем. Так, все, тесто почти готово к тому, чтобы с ним работать уже дальше, окончательно формировать багеты. Снова накрываем миску, чашу, тазик пленкой. Снова укутываем полотенцем и еще ненадолго в теплое место. Теперь уже минут на 15. Этого будет вполне достаточно. А пока тесто окончательно доходит, мы подготовим здесь уже все к формированию багетов. Во-первых, подготовим противень. Его нужно застелить бумагой для выпечки и немного присыпать мукой. Вот прям припорошить. Также припорошим и столешницу. Именно припорошим. Не стоит сыпать муки слишком много. Как я сказал, чем меньше муки вы в результате будете использовать, тем более хрустящими, вкусными, нежными в результате получатся ваши багеты. И также поблизости держите 2 полотенца, таких плотненьких. Позже покажу, для чего они нам понадобятся. Тынц! Тесто окончательно подошло. Выкладываем из миски на присыпанную мукой столешницу. Так, переворачиваем тесто и делим
на две части. Кто-то делает это на весах, но я вот совсем не вижу необходимости, особенно в домашних условиях. Делим на две, ну, примерно одинаковые части. Одну сюда, одну сюда. Немного вот так подбиваем и формируем такие два прямоугольника. И вот этими защипами вниз. Здесь то же самое. Так, чуть-чуть больше муки. Чуть-чуть. С одной стороны, с другой стороны подвернули и перевернули. Вот у нас получились две заготовки для будущих багетов. Накрываем пленкой плотненько, чтобы ничего не пересыхало. И оставляем минут, ну, максимум на 10. Чтобы тесто слегка отдохнуло, так с ним проще будет работать дальше. Глютенчику нужно дать отдохнуть. Когда заготовки слегка подотдохнут, снова переворачиваем, разминаем до прямоугольника пальчиками. И теперь уже начинаем формировать багеты. Делается это таким образом, словно сворачиваются рулеты. Только подвернутая часть постепенно защипывается вот этой косточкой у основания ладони. Можно делать это пальцами, как удобно. Мне вот так вот ладонью делать это сподручнее. Закрутили, прищепили. Закрутили, прищепили. Закрутили, прищепили. Так. И точно так же. Закрутили, прищепили, закрутили, прищепили, закрутили, прищепили, закрутили, прищепили, закрутили, прищепили. И снизу у нас получается вот этот вот финальный защип. Берем багет, поворачиваем защипом вниз, совсем немного муки, больше для рук. Начинаем руками вот так вот от центра к краям вытягивать эту колбаску багета, делая его уже больше похожим на традиционный багет. Стараемся ориентироваться на ширину противня. Берем аккуратно и переносим на противень, окончательно его уже там устаканивая. Если сомневаетесь в ловкости, для удобства можете сначала перекатить колбасень на доску, припудренную мукой, защипом вверх, а затем уже аккуратно перекатить на противень защипом вниз. Я справляюсь и так, без лишней доски и излишнего обваливания теста в муке. И со второй частью теста поступаем точно так же. Немного присыпаем мукой, переворачиваем, разминаем до прямоугольника. Подвернули, защипили. Подвернули, защипили. Подвернули, защипили. Подвернули, защипили. Подвернули, защипили. И в идеале так 3 раза. От центра к краям подрастягиваем колбасень багета. Потом быстренько хоба наберем эту колбасень и переносим на противень. Я, видите, сохранил между ними расстояние, между двумя багетами. Я вот так вот беру бумагу, приподнимаю, тыц, и подтягиваю багеты друг к другу, заодно делая между ними перегородку. И такие же перегородки нужно сделать по бокам, а вот для того, чтобы они держались, у нас ведь здесь нет багетов. Если вы делаете только 2, вам понадобятся дополнительные полотенца. Сворачиваем полотенце рулетом и с помощью полотенец помогаем удержать бортики по краям. Вот таким вот образом. Теперь багеты нужно оставить еще минут на 40, для того, чтобы они подошли перед духовкой. Для того, чтобы все здесь не пересохло на поверхности багетов, мы накроем полотенцем, которое сбрызнем вот так вот хорошенечко водой. Пока багеты здесь отдыхают, необходимо подготовить духовку. Теперь ее нужно раскочегарить прям вот до очень высокой температуры, 250 градусов. Это прям вот то, что нужно. Помимо того, что духовка должна быть разогрета как следует, нужно создать там условия повышенной влажности. Для этого я на дно ставлю противень, в который наливаю горячую воду, и к моменту, когда туда в духовку попадут багеты, там будут настоящие жаркие джунгли. Влажность просто необходима для образования этой самой характерной хрустящей корочки. Багеты окончательно подошли. Такие красавцы. Ждут не дождутся, когда уже попадут в духовку. Растягиваем бумагу аккуратно, стараясь не повредить багеты, если они где-то подприлипли, помогаем им подотстать. Вообще багет — это такое дело, где не должно быть прям супер идеальной формы у изделия. Мне кажется, наоборот, когда они немного корявенькие, смотрятся аппетитнее, так и хочется отгрызть кусочек. Вот такие красавчики. Опять же, совсем слегка припудриваем их сверху мукой,
И для того, чтобы багеты правильно поднялись в духовке, нужно сделать на них характерные диагональные надрезы. Для этого можно использовать острый тонкий нож или какое-нибудь острое лезвие, бритву. Тынц, 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 тынц. Количество зависит, соответственно, от длины вашего багета. И вот в таком вот виде отправляем в духовку. Из духовки меня сразу обдало таким мощным паром, там очень влажно, это как раз то, что нужно для того, чтобы на багетах образовалась такая хрустящая, аппетитная румяная корочка. Я выпекаю багеты по такой схеме. 20 минут в обычном режиме, вверх-вниз, что позволяет багетам как следует подняться, обрести форму, и затем я врубаю режим конвекции, все так же с высокой температурой. Это уже позволяет быстрее образовываться вот этой вот хрустящей румяной корочки сверху. Но не стоит включать вентилятор, конвекцию слишком рано, пока багеты еще не сформировались, не поднялись, иначе могут так и не подняться. А вот в завершении как раз то, что нужно. Из конвекции еще выпекаю где-то минут 15-20, смотрю уже на внешний вид. В общей сложности процесс занимает где-то 35-40 минут. Багеты должны быть такими прям вот как следует подрумяненными, они должны вот прям быть очень хрустящими, но, конечно, ни в коем случае не должны подгореть. В общем, периодически смотрим. Ну, знаете, дрожжевое тесто и вот это вот выпекание багетов — такое настоящее волшебство. Я, честно говоря, так люблю все эти процессы в духовке, наблюдать за ними, что могу легко вот эти вот 35-40 минут перед дверцей, перед стеклом и провести. Вот такие получились красавчики. Каждый раз поражаюсь вот этому волшебству. Была горка муки, ну там вода, дрожжи, но в результате вот такая красота. А запах! Такая получается твердая, уверенная корочка. Чтобы она такой же и оставалась, нужно быстро переместить багеты с противня на какую-нибудь решетку. Прямо сейчас резать их крайне не рекомендуется. Я понимаю это желание накинуться вот прямо здесь и сейчас на свежеиспеченный багет, но ему обязательно нужно дать отдохнуть. Минут 20 там под корочкой, внутри еще продолжаются все процессы. Мякиш должен немного отойти после духовки. Вот отдохнуть в прямом смысле этого слова, и только тогда он станет нежным, вкусным. Я сам всегда бью себя по рукам, чтобы не накинуться на них прямо сейчас. Послушайте. Слышите, какая корочка? Представляете, как она будет хрустеть? Очень важно довести багеты в духовке вот именно до кондиции, чтобы корочка прям вот как следует подрумянилась, чтобы она в результате была хрустящей. И цвет должен быть вот ну прям таким, прям золотым, прям сильно-сильно румяным. Но, опять же, следить, чтобы ничего не сгорело, черными багеты быть ни в коем случае не должны. Когда постукиваете, звук такой должен быть, как у барабана. Внутри чувствуются полости. Это значит, все сделали как надо. Ну и все. Теперь остается немного подождать. Ну и, само собой, будем есть багет, пока он еще теплый. Багет отдохнул. Какие же они красавцы получились. Ну, посмотрите. Какой запах. А слышите, как хрустит? Слушайте. Он прям разговаривает. Ну что, ломаем? Как я это люблю! Вау, посмотрите, как там все красиво! А как ароматно! Очень люблю вот эти вот горбушки, они особенно хрустящие, слышите? Вы слышите хруст? Надо после этого еще что-то говорить. Это отвал башки. Полный. Это всегда так вкусно, как в первый раз. Свежий багет. Это просто чудо какое-то. Нежный мякиш. Такой вкусный.
ароматный. С ума сойти. Хрустящая, подпеченная корочка. Это какое-то волшебство. И это реально вот ничуть не уступает лучшим пекарням Парижа. Очень вкусно, а главное очень просто. Я же говорю, что раз, два, три, ну ладно, 4, 5 и готово. Мне вот сейчас для этого багета не хватает только какого-нибудь сыра, бри или камамбера, а еще луковый конфитюр. Я вчера сделал луковый конфитюр, вкусный, домашний. Вот он прям сюда просится. Пойду наваляю. Кстати, если хотите рецепт лукового конфитюра, у меня к вам предложение. Давайте, если это видео с багетом наберет за сутки 1500 лайков, следом пульну видео с луковым конфитюром. Вкуснейшим, вот прям вот сюда то, что надо. Но если видео не наберет 1500 лайков, ну, тогда просто ждите. В будущем обязательно будет. Если вдруг по какой-либо причине багет утратил свою хрустящесть, ну, вдруг в помещении слишком влажно, или обмотали пищевой пленкой, чего, кстати, ни в коем случае нельзя делать, если нужно как-то для транспортировки во что-то обернуть, лучше бумагой, не пленкой. Но в любом случае хрустящесть можно вернуть, отправив багет в разогретую духовку, сухую духовку, минут на 15. И все. Тогда снова все будет как было. Ну, наверное, лишний раз говорить не стоит, что хорош багет именно в свежем виде. И именно в теплом виде. С таким багетом можно смело отправляться на пикник, что актуально еще пару месяцев. Можно делать сэндвичи, в том числе детям в школу, радовать домашних, на обед, на ужин, на завтрак. В общем, универсальность использования этого багета просто безгранична. Подробные рецепты, как всегда, вы сможете найти в блоге. Все ссылки всегда под видео, там же список ингредиентов, там же ваши лайки, напомню, 1500 очень нужны для лукового конфитюра, комментарии, обязательно жду ваши багеты в инстаграме, ставьте хэштег CookingFun, отмечайте меня на фото, прям интересно, что у вас получилось, думаю, что кто-то уже сейчас побежал на кухню. С вами был Саша, Cooking Time, пока-пока.